Здравствуйте, дорогие друзья! У меня сегодня продолжение темы заготовки полуфабрикатов. Идеальный вариант для меня – заготовка домашних полуфабрикатов раз или два в месяц. Предлагаю вам один из вариантов таких заготовок. У меня 7 кг 930 грамм говядины и 4 курицы, каждая весом около 1 кг 400 грамм. У меня фарша получилось 5 кг 300 грамм, 600 грамм мяса я нарезала на гуляш, и у меня получилось 3 набора мяса на кости для супов. Приготовлю пельмени. Замесила тесто на пельмени и манты. Останавливаться на его приготовлении я не буду, ссылка на приготовление в инфобоксе под видео и в подсказке на экране. Я взяла 1 кг фарша из общего количества. Измельчаю 250 грамм репчатого лука. Добавила 20 грамм соли и 3 грамма черного перца. Добавляю 170 мл воды. Перемешиваю. Пельмени я приготовлю на пельменнице. Тесто разделила на пропорции: 120 грамм низ, 80 грамм вверх, накрыла пленкой, чтобы не подсыхали. Раскатываю сразу вверх и низ. Форму посыпаю мукой и выкладываю тесто. Заполняю ячейки фаршем. Сверху накрываю раскатанным тестом. Прохожу скалкой. Остатки теста убираю в пакет. Пельмени выкладываю на досточки, убираю в морозилку. Приготовлю манты. Взяла 1 кг фарша из общего количества. Добавила 850 грамм мелко нарезанного репчатого лука. Нарезанный лук предварительно помяла. Добавила 30 грамм соли и 5 грамм черного перца. Добавила 180 мл воды. Хорошо перемешала. Раскатываю тесто. Тесто разделила на удобные части, убрала в пакетик, чтобы не подсыхало. Разрезаю. Выкладываю начинку по небольшому кусочку сливочного масла. Леплю манты. Выкладываю на доску, убираю в морозилку. Приготовлю котлеты. Взяла 1 кг фарша из общего количества. 250 грамм репчатого лука измельчила блендером. Предварительно с белого хлеба срезала корки.
У меня 250 грамм хлеба и 300 миллилитров молока. Мякоть замочила в молоке. Хлеб постоял 10 минут, измельчаю его тоже блендером. Добавляю 2 яйца, перемешиваю. Добавляю полученную смесь к фаршу. Добавляю 30 грамм соли и 5 грамм черного перца. Сначала перемешиваю ложкой, потом руками, далее отбиваю фарш. Делю на 19 частей. Из каждой части формирую котлету, обваливаю в панировочных сухарях, выкладываю на доску. Отправляю в морозилку. Приготовлю тефтели с рисом. Заранее отварила рис. 100 грамм риса промыла, залила 200 миллилитрами воды. Воду слегка подсолила. Довела до кипения, уменьшила огонь и варила 5 минут на слабом кипении. Взяла 1 килограмм фарша из общего количества. Лишнюю воду слила, рис оставила остывать. Рис добавила к фаршу. 150 грамм репчатого лука измельчила блендером. Добавила лук. Добавила 1 яйцо. Добавила 30 грамм соли и 3 грамма черного перца. Все хорошо перемешала руками, далее фарш отбила. Разделила на 17 частей. Формирую тефтели, выкладываю на доску, отправляю в морозилку. Приготовлю хинкали. Приготовлю тесто для хинкали. В 540 мл холодной воды добавила 15 грамм соли, перемешала. Начинаем замешивать тесто, постепенно добавляем муку. Мне понадобился 1 килограмм муки. Вымешивать его сложно, но помним, что мы хотим получить тугое тесто. Сворачиваю тесто в шар, убираю в пакет и оставляю на 30 минут отдыхать при комнатной температуре. Оно станет более мягким и податливым. Пока наше тесто отдыхает, займемся начинкой. Я взяла 1 килограмм фарша из общего количества. Мелко нарезала 170 грамм репчатого лука, слегка его помяла. Добавляю лук в фарш. Я добавила 50 грамм нарезанной петрушки. Вы можете добавить специи по своему желанию, например, чеснок, кинза, хмель и сунели. Добавила 30 грамм соли и 3 грамма черного перца. Добавляю 850 мл остывшей кипяченой воды.
Количество воды может отличаться. Воду нужно добавить так, чтобы мясо впитало его в себя и стало жидким. Таким образом у нас при варке образуется бульон. Подкатываю и убираю в пакет, чтобы не подсыхало. Данное количество теста делю на 30 частей. Раскатываю лепешку. Центр лепешки не должен стать тонким, иначе под жидким фаршем тесто может порваться. На лепешку выкладываю 1 столовую ложку с верхом фарша. Начинаю соединять тесто складочками, направляюсь по часовой стрелке. Одной рукой держим складки, другой рукой продолжаем делать новые. Сделав круг, замыкаем тесто, приплюснув ее края друг к другу. Делаем это максимально плотно, чтобы избежать выливания бульона или раскрытия хинкали при варке. Чем больше складок имеет хинкали, тем красивее он считается. Готовые хинкали перекладываю на доску, отправляю в морозилку. Приготовлю фрикадельки. У меня осталось 300 грамм фарша. Добавила 1 яйцо, 7 грамм соли, 1 грамм черного перца. Перемешиваю. Хорошо отбиваю фарш. Формирую небольшие фрикадельки, выкладываю на доску. Отправляю в морозилку. Приготовлю бантики. Их называют по-разному, мы их называем бантиками. У меня после приготовления пельменей мант осталось 296 грамм теста. Тонко раскатываю тесто. Нарезаю на полоски. Полоски нарезаю на ромбики. Формирую бантики. Выкладываю на доску, отправляю в морозилку. Приготовлю пиццу. Приготовлю тесто. Ссылку на более подробный рецепт приготовления теста вы найдете в инфобоксе под видео и в подсказке на экране. В чашу миксера добавила 400 мл теплой воды. Отдельно в 400 мл теплого молока добавила 2 чайные ложки сахара и 22 грамма сухих дрожжей. Перемешала, оставила на несколько минут. Дрожжи заработали, добавила в чашу миксера. Добавила 2 чайные ложки соли. Добавила 40 мл растительного масла без запаха. Постепенно добавляя муку, начинаю замешивать тесто. Тесто вымешиваю в течение 10 минут.
Готовое тесто перекладываю в чашу, смазанную растительным маслом без запаха, накрываю и оставляю подходить. Готовое тесто делю на 14 частей. Раскатываю тесто. Перекладываю в форму, у меня форма диаметр 30 сантиметров. Тесто смазываю кетчупом. Раскладываю колбасу. 1 килограмм вареной колбасы и 800 грамм копченой колбасы нарезала соломкой. Огурцы. 1 килограмм огурцов нарезала кружочками. Помидоры. Удалила кожуру у помидор, предварительно ошпарив их, а потом охладив, нарезала кружочками. Сверху посыпаю натертым сыром. Сыр натерла на крупной терке. Готовую пиццу перекладываю на доску. Готовые пиццы оставляю на столе на 20-30 минут, чтобы подошло тесто, и убираю в морозилку. Таким образом делаю все пиццы. Разделала кур на части. Отдельно по пакетам убираю голень, бедро и крылья. Отправляю в морозилку. Приготовлю домашнюю колбасу из куриной грудки. Куриную грудку перемалываю. У меня куриного фарша 1 килограмм 730 грамм. Добавила соль 23 грамма, черный перец 1 чайная ложка, сладкая паприка 1 чайная ложка, сухой чеснок 2 чайные ложки. Добавила воду 185 мл. Воду заранее закипятила и охладила в морозилке. Все хорошо перемешиваем, накрываем и убираем в холодильник минимум на 4 часа. Свиные черева промываю от соли и замачиваю в воде. Колбасу я буду делать при помощи специальной насадки с мясорубки. Черева натягиваю на насадку. Саму мясорубку я использовать не буду, потому что объем фарша маленький. Много пропускаю фарша, выходит воздух, завязываю черева. Если образовывается воздух, прокалываем иголкой в этом месте. Постепенно наполняю фаршем. Можно делать большие колбаски, я буду делать небольшие сардельки, поэтому через небольшой промежуток перекручиваю. Для того, чтобы они не раскрутились, одну перекручиваем по часовой стрелке, другую против часовой. Готовые колбаски прокалываю иголкой, чтобы в процессе приготовления они не лопнули. Готовые сардельки порционно раскладываю по пакетам, отправляю в морозилку.
Заготовки полуфабрикатов облегчают быт, не стоишь весь день у плиты, но всегда вкусное и разнообразное меню. В таком подходе заготовки полуфабрикатов прок я вижу сплошные плюсы. У меня получилось пельмени 2 кг 480 грамм, фрикаделек 320 грамм, тефтели 1 кг 475 грамм, котлет 1 кг 972 грамма, бантики 296 грамм, хинкали 3 кг 762 грамма, манты 3 кг 403 грамма, домашняя колбаса из куриной грудки 1 кг 802 грамма, бедра, голени, крылья, общий вес 2 кг 401 грамм, мясо на гуляш 600 грамм, мясо на кости для супа 2 кг, куриный суповой набор 1 кг 399 грамм. Общий вес готовых полуфабрикатов 21 кг 910 грамм плюс 14 пиц. Делитесь в комментариях, какие заготовки делаете вы, мне будет очень интересно. Если вам понравилось, ставьте лайк, делитесь мнением, подписывайтесь на мой канал. Всем приятного аппетита, кушайте вкусно, до новых встреч!